Оля, на связи школа Аргентины испанского языка Китай Аргентина. С вами Леонид и Соня. Hola a todos. Давненько мы не виделись с вами. Сегодня мы будем переводить мега-хит. Да. Значит, от певицы Эмилия. Называется «Новия Ганста». Причем «Новия Ганста» написано слитно. Это вопрос к тебе. Почему так? Ну, во-первых, это как игра слов просто и для лучшего звучания. Но так обычно не пишут. Нет, но мы можем это увидеть, естественно, в каких-то выражениях, которые не литературные, ну или, в общем, сочетание слов тоже есть у нас такое явление в языке. Я сегодня, кстати, тоже как гангстер одел гангстерскую кепку на бок. Я не знаю, правильно это или нет. Сегодня в стиле тоже песни. Гангста стайл. Значит, Эмилия. Давай поговорим чуть про Эмилию. Я, честно, ее не слушаю. Я слышал буквально там пару песен. Это не мой стилек, скажем так. Но она очень популярна. Да, мы можем немного рассказать о них, потому что, естественно, мы разбираем язык, но, может быть, людям тоже интересно узнать, конечно, какие здесь у нас селебрити. В общем, Эмилия – это певица и модель. Она, кстати, из Entre-Ríos, из места, которое называется Ногоша. Это провинция как раз рядом с моей, с Санта-Фе. И она на самом деле стала популярна, но она давно уже популярна, потому что она сначала выиграла конкурс для марки одежды. Она сначала была как модель, и потом уже начала петь. И первые ее песни стали знаменитыми, популярными хитами. Я бы сказала, сначала... кстати, она сначала раньше выступала в группе, у нее была пара тогда, и их группа называлась как-то Ромбай вроде. Что-то типа, Spice Girls, которые распались, и каждый стал петь по они отдельности. Они были прям пары, и они там пели тоже про любовь и так далее, они пели кумбию, и тогда это было очень популярные, это всегда песни. Популярно здесь. Сейчас, да, но раньше это прям был, мы назвали кумбия чета такое. Чета это как что-то для богатых, и в этом случае это как кумбия, которые все пели на дискотеках какие-то, то есть не люди из движа, можно так сказать. Да. Но теперь она поет для бедных, судя по названию песни. Сейчас для всех. Сейчас она стала, естественно, у нее началась ее сольная карьера, и она встречается тоже с другим рэпером. Вот, это тоже про него будет история, мне кажется. Она поет рэп сама? Нет, она поет поп. В основном, иногда кумбию тоже. Здесь сейчас все самые популярные певицы, девушки, которые выступают, используют разные на самом деле жанры. В основном это поп, но, естественно, то, что больше всего здесь люди слушают, ты знаешь, кумбия, и также сейчас трап, это латиноамериканский рэп, поэтому вы можете это услышать у них также. Но некоторые тоже пытаются что-то инновировать и берут какие-то другие стили. Очень часто они выпускают диски, и там есть все подряд, там есть и баллада, и есть и рэп, и кумбия, все вместе. Для всех случаев жизни просто. Так, что еще секретного ты знаешь про Эмилию? Также, Эмилия, сейчас на самом деле это смешно, потому что песня сколько вышла? Месяц назад? Месяц-полтора, да. Месяц. И сейчас скандал, потому что вроде... они расстаются или что-то такое случилось. А в этом клипе она снимается со своим парнем, или ты не знаешь? Да, это ее парень. Это как раз Дуки, это певец тоже, рэпер. Да, но здесь просто не написано Эмилия плюс Дуки. Нет, здесь нет, она нет. Это не фит, просто... Ее сольный проект, но снимается там ее парень, с которым она, как мы выяснили, остается. Тоже сам певец. Хорошо, что мы пишем видео сейчас, да. Как раз разгар всей истории. Разгар интриг. Сейчас мы прям, знаешь, мы назовем это видео, там не перевод языка, а там Эмилия расстается с Дуки, смотреть всем срочно. Окей. И Эмилия, она часто дает концерты вообще здесь? Да, здесь она сейчас очень популярна, то есть вместе с другой певицей Тини или Ники Николь тоже, они одни из самых популярных. Но, естественно, Эмилия, так же как Ники Николь, я бы сказала, их стиль чуть проще. То есть они больше... Ники, на самом деле, больше всегда пела рэп, а Эмилия поп, но сейчас они прям делают постоянно коллаборации, фитс там с другими рэперами, поэтому все-таки все
всем приходится петь один и тот же стиль. Я, можно кстати, сказать. заметил, что здесь очень популярны коллабы. Вот что не Да. посмотришь, вот недавно вышла, как ее зовут, Карл Г. Да, короче. Она недавно записала какой-то клип, где там микс что-то из 10 артистов аж, там, Да, знаешь, здесь просто постоянно это делают. тут и чем больше намиксуешь, тем лучше. здесь даже просто есть, у них даже есть группа, которую они назвали Los del Espacio, и там несколько рэперов, там есть и Ники Николь, и там Мария Бессерра, и Эмилия Ага. как раз. Я не знаю, если там Ники Николь, но Мария Бессерра точно есть. Там очень часто делают там несколько девушек, несколько парней, там все вместе, все самые популярные, нужно в одну песню сразу. Ты Срочно. сейчас прям уже как в порнохаб перекатываешься, что-то несколько девушек. Нет, я говорила про песни, про музыку, про коллаборации. Там, кстати, тоже сейчас делают коллабы. Ладно, кстати, прежде чем мы начнем, ребят, мы хотим, чтобы вы перешли по промокоду, который где-то здесь всплывает, и там такой тукан взлетающий, и он говорит: ребята, скидка на любые курсы, онлайн, офлайн, там всякие мероприятия школы, это поддержит наш канал. Вот, а мы начинаем слушать, я буду, как обычно, пытаться перевести этот гангстерский рэп, а Соня будет это у нас не рэп. направлять нас. В основном это, я бы назвала это Поп. поп, но на самом Поп-рэп. деле музыка, которая здесь используется, больше похожа на сальсу. Нет, давай мы в конце послушаем ее и сделаем заключение, хорошо. что это. А так, предупреждаю. От этого будет переворачиваться кепка, знаешь. Погнали. Гоу. И йоу. Так, это кокаин. Кепка сразу такая взлетает. А нет, это мука. Это мука, она готовит. Черт. Возвращаюсь. Она на кухне. Так, притормозим. Здесь у нас есть перевод на телефоне. Ну, не перевод, в смысле текст. Да. И вот здесь Будем написано, проверять. первое, что здесь написано в скобочках слово «сике». Что такое «сике»? Вот это вот. Сайк. Сайк. На самом деле, здесь очень много будет использоваться из английского тоже, который комбинируется. То есть это английское слово? Да, это А я английское. просто не знаю. Ну, в общем, это что-то по-английски. Да. А теперь что-то по-испански. Cuando lo vi con su cara de mala. Значит, cuando, когда, lo vi, опять вот у нас появляется слово lo, которое относится к чему? Я бы сказал, что оно относится к каре, но кара это женского рода. А Да. lo это типа мужского рода. Следовательно, я не понимаю, к чему относится lo. El novio. Это я должен был догадаться, да? Да. Это... Я его увидела. Ну мы типа предполагаем, что вся песня основывается на истории про ее парня-гангстера. Поэтому ло всегда, ну вот эти вот всякие ло будут относиться к этому парню. Вот. Именно так. Очень часто мы будем это видеть в песнях, и сразу мы знаем, что референс идет к названию песни или к содержанию тоже, которое у нас есть, потом, может быть, в будущем появится, но мы можем представить себе. В этом случае она говорит «lo vi», и мы можем представить, что это он. Почему? Вторая часть. Con su cara de mal, с плохим лицом. Да, с его Подожди, злым... лови, это прошедшее время, я Да, видела. когда я его видела со своим плохим лицом. Да, cara de malo не то, что плохое лицо, а как злое. Злое. Окей. Sí. Mi enamore y no puedo negarlo. Я влюбилась, как бы сама себя влюбила, если по-русски бы это переводилось. Sí, я влюбилась на самом И деле. вот что такое негарло? Негар, давай. Негар? Отрицать. И я это отрицала, этот факт No того, puedo. что влюбилась. И No. я не могла отрицать этот факт. Да, это в настоящем. Я Не могу отрицать этот факт. То есть ло относится сейчас не к жениху, а к факту того, что она enamore. Sí, так и Oh есть. yeah. Mis ojos nunca vieron algo tan perfecto. Мои глаза никогда не видели ничего так прекрасного. Да. Ну, такого прекрасного. Прекрасно. Con sus tatuajes apacando a todo el resto. Вот первую часть прекрасного справляюсь со своими татушками. Sí. Apacando. Опакар – это глагол, который, во-первых, у нас есть существительное, но это на самом деле, нет, это прилагательное, которое мы можем использовать, чтобы описывать цвет. Опако – это что-то как темное, буквально. Это как синоним oscuro. Oscuro. Не блестящее. Sí, это опако. Так, ну есть еще глагол апакар. Опакар – это кого-то буквально затмевать. Затмевать. Опакар. А могут тучи затмить солнце? Они опакарят его? Sí, están opacando, claro.
Los nubes Las nubes están opacando, apagando el sol. sí, ¿Sí? tapando, opacando la luz. Ну, то есть, ну, это не самый популярный глагол, да, скажем так. Нет, ну можно услышать, кстати, опакар. А можно затмить всех на вечеринке, да? Sí. Она затмила там своей красотой. Claro, ya opacó todo. Наверное, в сказке про Золушку это было написано, да, какой-нибудь? Можно встретить такие. Окей, al todo, a todo el resto, всех остальных, да? Sí. Todo el resto. А дальше мы слушаем. Притормозим здесь. Да, здесь у нас будет комбинация с английским. Фух. Arranca su mañana con la dosis de vid. Arranca это глагол arrancar, начинать, правильно? Так же, как еще и писар, комменсар. Sí. Arrancar Вот. имеет два значения. Так. Что ты сказала, начинать и также сорвать что-то, срывать. Но здесь чаще используется как начинать все-таки. Здесь начинать или как заводить тоже еще. Как Заводить заводить чего? машину, например. Arrancar auto. arrancar auto. Окей. Ну, здесь имеется в виду начинаю свое утро. Ага. Су. Он начинает свое утро. Sí. Он начинает свое утро с дозы травы, что ли, имеется в Sí. виду? А что здесь английское? Вид? With. Dosis. Это... Glock también. Не, а dosis. Это испанская доза. Dosis испанский, да. Dosis. La Glock bajo la almohada antes de irse a dormir. Ну, Glock это пистолет Glock. Bajo находится под подушкой. Almohada. Almohada. Да. Antes перед Перед. тем, как он себя идет спать. Ну, Да. перед сном. Перед сном. Sí. Sí. Aunque somos distintos, yo sé que es para mí. Хотя мы разные, я знаю, что ты есть для меня. Que es, он есть для меня. Он есть для меня. Él es. Далее. Si le prepara su Sprite, английское слово, Sí. Sprite, él la mezcla con Lean. Lin. Lin. Значит, если le preparo, le это относится к спрайту, походу. Нет, ему. Если Если ему приготовить его спрайт, он его перемешивает. А что такое лян? Кон, лян. Лин это на самом деле как, если я не ошибаюсь, это лень, как с ленью. Con лень. Мы можем потом поставить тут переводы. Типа лениво перемешивает? Сей, лениво перемешивать. Я думал, это что-то добавка какая-то, типа... А это Нет, просто... мы можем проверить это сейчас. Подожди, это английское слово. Сей, это английское. Я думал, что это... Сосер. Давай переведем, да. Сей, чтобы точно. По-английски Потому что все, что было, мы знаем. То есть Сейчас. здесь фишка такая, в каждом куплете нужно одно слово вставлять по-английски. Хотя бы. В каждой строчке. В каждой строчке. Нет, это не от слова лини, это наркотик, да. Все просто. Вкусный? Лин. Дрога. La sangre de Jesús или purple drunk. Кровь Иисуса. Или фиолетовый напиток типа. Да. Если честно, я не знаю, что Que это такое. contiene codeína y promestina con refresco y dulces. Короче, это принимают со сладостями или вот, ну, как Не ты знаю, видишь. не знаю, фиолетовый наркотик, но моя шляпа крутится сейчас по кругу от гангстер-рэпа. И первая часть у нас была Psych. Это, если я не ошибаюсь, это как Сайк. Да, давай. сумасшедший. Это от... Локо. Sí. Сайк. Сейчас проверим, чтобы точно сказать людям, потому что, как видите, здесь может быть очень специфический вокабуляр. Кстати, забавно, что здесь это не запрещено петь вообще про всю эту историю. Нет. Ну, к тому же, все это делается достаточно, как это объяснить? Мягко. Да, поэтому никто это не проверяет, и поскольку это не так, это не все понимают сразу, не все могут это услышать, увидеть, и это, так сказать, никто не обращает внимания на это, поэтому... Ну вот я, например, заинтересовался этим фиолетовым наркотиком только что. Как он? Лин. Лид, да. Лин. Сайк, Не, это, Сайк по-моему, мы смотрели от с тобой. psychotic, если не... Ну, неважно. Давай пока работать дальше. Послушаем дальше.
Ну, припев, не сказать, что очень многогранный. Мгм. Кстати, мы можем перевести сейчас psych. Psych на самом деле это из английского и используется в сленге, чтобы сказать, что это шутка, когда ты пошутил и добавляешь psych. Сайк. Окей, будем знать. Ну что ж, припев. ¿Por qué tengo un novio gangsta? Потому что имею жениха гангстера. Мгм. Tiene то lo que me encanta. Здесь Sí. то и такая, ну, вы уже видите где-то Апостроф. здесь текст. Это, видимо, сокращение, да? Sí. Todo. Todo. Так и есть. Видите, я уже диплом. Абсолютно. Диплом! По пониманию аргентинских Ну, песен. кстати, буквально вчера видел какую-то рекламу на плакате, ну, на улице Диди, и там тоже было сокращение «па», и сверху это. Я понимаю, что пара, но я думаю, ну, блин, у вас такой огромный рекламный щит, что не могли вместить слово «пара» нормально? Да, ну это ж круто. Так должно быть, чтобы людям понравилось. Вот. Значит, tiene todo lo que me encanta. Я имею, он, tiene, он имеет все, что ему нравится. Мне нравится. Me encanta. Да, слушай. Все, что мне нравится. Все, что мне нравится. Все, что я обожаю. Он имеет все, что мне нравится. Ну, это, видимо, перечисление там его глаз, вот татух, все, что Да, туда да. нужно было. И lo quiero presumir, nadie me ha querido así. Что такое presumir? Пресумир – это буквально показывать, что у тебя что-то есть. Это, у нас есть это слово в русском на самом деле. Какое вербо исходное? Пресумир. Это Да, уже... это «yo quiero», я хочу его. Да, исходное, действительно. Потому что quiero Sí. забрало Сейчас мы форму. переведем буквально на русский. Пресумир – это может быть тоже как что-то преувеличивать, но это больше как показывать что-то. Ага. У нас есть слово. Похвастаться можно. Похвастаться. Пресумир – хвастаться им. То есть я хочу… Даже он говорит, lo quiero, то есть им я хочу похвастаться. Да, Надя, никто меня не оставит таким, так? но querer. Querer, querido. Я думал, кидар. No. Querido, никто меня так Так не хотел? Любил. Помнишь, у нас Ну, в есть два данном случае выражения, любил, чтобы да. сказать «te quiero» или Да, «te amo». да. То есть он ее еще и любит, короче, оказывается. Ну да. Aunque sea un novio gangsta. Хотя он кажется женихом гангстера. Хотя он гангстер просто. Хотя Ну, се это является, да? «se» это субхунтиво тоже. Даже Да. если он будет на самом деле. Да, то есть он же есть. Вот в чем вопрос. То есть се относится к тому, что он мог бы быть. Да. Но здесь же он уже как бы есть. Да, но это несмотря на этот факт на самом деле. Sí. Окей, ладно. Тоже. Вторая часть припева еще меньше. Se lo prende e me lo pasa. Все про одно. Но я забыл слово prende. Это prender, да, наверное? Prender. Глагол. Включать или зажигать? в Я этом знаю, случае? prender это aprender изучать. Нет, А это но prender. не... сегодня у нас не тот вокабуляр. Так. Здесь смотри, се без тильды. Это значит не знаю. Это возвратный. Prenderse. Се, prender se, значит он Prender это тоже зажигать. зажигает, и я... Себе его, буквально. Он сам себя зажигает Но lo относится к... к нему. No. Нет? La salsa es marihuana. Ага. То есть это две строчки надо взять сейчас в оборот. Sí. Ахита сроха спор лазаза. Ну, красные глаза из-за травы. Окей, значит, он себя зажигает. Нет, зажигает себе одну... Косяк. Один... Sí, именно так. Подожди, где здесь паса это затяжка имеется в виду? Me lo pasa, он мне его передает. Pasar это тоже передавать. Пасар. Значит, он зажигает что? Ну, изначально он это зажигает, но Да. ло относится к заза, и мне его передает. Да, он себе зажигает косяк и мне его передает. Ура! И делится им. Моя кепка закрутилась и делится со мной. Desde que lo conocí, ну, как бы с того времени, как я его знаю, Мгм, с тех пор. le cure la cicatriz. Нам понравится глагол curar. Это не курир, это не лечить. Лечить, да. Ура! Он лечит как бы. А что такое си? Она. Le cure.
Она это Ему. Заза, наверное, да? Нет, нет, нет. Тут уже о другом. Давай, что такое сисатрис? Цикатрис Да. это переводится на русский как шрам. Так, это испанское слово. Давай снова слово. Цикатрис. Сикатрис это испанский Это шрам. Испанский шрам. Шрам. Это шрам. Значит, с того момента, как я его знаю, лечит что? Она Да, лечит... я ему вылечила шрам. Ле куре. Подожди, ле относится к чему? Ему. Ему, Ле. ему, А эль ле. ему вылечила шрам. Си. Что за шрам? Залечила шрам. Что за шрам-то? Но он же На душе, гангстер. типа. Он гангстер. Окей, потому что Эль Эсминовая гангстер, потому что он мой жених гангстер. Ну да. Ну, просто шрам, он, ну, Но типа, он же подрался, наверное, где-то. это шрам физический Да, цикатрис. или это душевный шрам? Это тоже может быть на самом Вот деле. к чему вопрос. Может относиться и к тому, к тому. Я думаю, что здесь прекрасно подходит по смыслу, поскольку гангстер. Ну, в общем. А мне кажется, и по так смыслу далее. подходит, что они курят траву, и у него душевная травма, и она ее залечила. Ну, тоже. Вполне. Тут песни Гола- обретают г- двойной смысл. Голосуем, ребята. Голосуйте в Голосуем. комментариях. Да, пишем цифру 1, если вы за душевный шрам, и цифру 2, если вы за шрам физический. Физически. Ох, тяжеловато пошло. Значит, начался вот этот кумбия рэп, да? Как ты называла его? Да, это на самом деле как рэп и сальса. Сальса рэп. Назовем это сальса рэп. Мучо. Вот смотри, здесь написано мучо и тильдочка. То есть опять чего-то не хватает, продолжение какое-то слова. Правильно? Сейчас. Посмотри сюда. Да, Мира. muchos на самом деле. Muchos le quieren copiar el piquete, pero él es único. Много того, что он хотел, Многих тех, кто? Quienes. кого он хотел скопировать, Которые хотят его. Que le quieren. хотят его скопировать. А что такое el piquete? Пикета имеет два значения. Мы специально его для этого искали, потому что на самом деле пикета здесь это манифестация. Да. Но в этом случае это относится к тому, как он показывает себя, el piquete. Короче, многие хотят скопировать его стиль поведения. Да. Так что ли? Но он уникальный. Sí, именно. Отлично. Опять фраза, обрубленная Да. тильдочкой. S, если у нас множественное, то очень часто обрубается. Nos escondemos de los paparazzi evento canónico. Нас ищут папарацци. Мы esconderse это прятаться. Эскандерс. Мы прячемся от папарацци. Эвенто – это мероприятие, Evento мероприятие или просто как событие. событие. А что такое канонико? Каноническое какое-то? Sí, популярное, да, используется также канонико для вас, когда что-то в пике популярности, на пике популярности. Канонико. То есть канонико – это пик популярности. Sí. Окей. Ну и также сейчас молодые очень много используют. Evento канонико как просто трэш-ивент какой-то. Или Трэш-событие. светская вечеринка какая-нибудь, да? Тоже канонико? Evento канонико может относиться к чему угодно, но здесь используется, когда вот какая-то скандальная ситуация, Ага. что-то очень популярное или известное сейчас, это evento Эвенто канонико. канонико. Окей, будем знать. Haters – это уже английское слово. Да. А на испанском по-другому пишется haters? Нет, так, ну то есть Это же пришедшее слово, мы, как бы. да, вот именно, то есть у нас есть другие выражения, чтобы сказать haters, естественно. Как Да. Но говорят в enemigos. молодежных кругах. Да. Haters? Haters, конечно, да. Haters, si nos ven pasar por enferme, pánico escénico. 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 Блин, я читаю очень плохо, мой маленький. Sí. Хейтеры, если Si nos ven pasar- нас вы не как бы не прошли с нами рядом, enfrente, как бы напротив No, нас, ven, si ustedes nos ven, не видели нас если вы нас увидите por enfrente, напротив, или напротив, в этом случае панически что? Escénico. панико эсценико. Паническая это- атака, что ли? Нет, это
перед выступлениями, на самом деле, выступлениями, как это у нас называется, как боязнь, сценическая паника. Ага. Да? Паника это понятно, со словом паника вопросов нет. Эсценику это сценический? Да, сценический. Сцена, боязнь сцены. Да, боязнь сцены. Вот так. Паника и сценика. Так, теперь давай эту фразу нормально переведем на русский целиком. Хейтеры, если вы видите нас... Если вы увидите нас, проходящим напротив вас, сценическая паника. Да. Что это значит? Как это нормально перелопатить? Здесь особо смысл какой-то очень глубокий, как я говорила раньше, Леониду, искать сложно. Нет. И иногда не имеет смысла и даже спросить, если спросить у самих авторов, да. Они затрудняются ответить. Но в этом случае это связано... бы ты это перевела? Что к чему бы ты отнесла сейчас? Я бы отнесла это к тому, что... У кого должна быть сценическая паника? У хейтеров? Или у них из-за того, что они увидели этих хейтеров? У них. То есть, если они увидят хейтеров, своих хейтеров, проходящих рядом, точнее так, если хейтеры их увидят, и они увидят хейтеров, если они встретятся, то у них начнется сценическая паника. Начнется у кого? У этих артистов, то есть конкретно у Эмилии. У Эмилии а не у хейтеров. Нет. То есть просто они вроде так говорят, что они такие крутые, а теперь у них начинается паника от хейтеров. Что противоречит логике. Потому что боязнь о том, что люди будут что-то говорить в таком плане. То есть здесь все, она говорит, я люблю его, несмотря на то, что он гангстер, понимаете? Несмотря на все вот эти детали, поэтому да. Ох, эра, ми краш и аора, эста конмиго, амор платонико. Значит, эра в прошедшем был ми краш, краш это английское слово. Да. Это что-то типа трэш? Там... Нет, краш это человек, в которого мы влюбились. На самом деле вторая часть, амор платонико, платоническая любовь. Это на испанском. Платоническая любовь. Да. Чтобы не говорить краш. Короче, то есть краш это и есть амор платоника? Да. Технически. Он моя платоническая любовь, и сейчас он со мной моя платоническая любовь. Да. Если конкретно перевести. Sí. Он был моим крашем. Окей. Следующее. Той рабандо ке афортунадо сой. Той это игрушка на английском? Нет. Это estoy. Сокращение estoy. Нифига себе. Да. Я просто подумал, раз везде вы впихиваете английские слова, то все-таки то это не то. Не всегда. Здесь мы можем увидеть апострофе. Тут маленькая тильдочка в начале. Представляете? Как внимательно надо смотреть. Значит, меня ограбили. Нет. Я. Граблю. Да, и это специфическое выражение, которое здесь в Аргентине используется. Какое из них? Той рабандо или той рабандо? Это я краду что-то, да, буквально. Ну да. Когда человек говорит estoy robando или другому человеку, который находится в паре, он говорит estás robando con tu novio, значит, ты очень красив, так сказать, твой парень очень красив для тебя. Как будто бы ты не стоишь этого человека. Так, хорошо, а если я говорю, что меня ограбили, это estuve robando? Нет, был ограблен. Нет, это я ограбил кого-то. Вчера. Подожди, как мне сказать, что меня ограбили? Me robaron. Estuve robando это продолжительное, то есть я крал что-то. Я крал. Просто знаешь, тебя ограбили, ты подходишь к полиции и говоришь, я крал. Пожалуйста, нет. Me robaron, если что. Это меня ограбили. Обязательно me возвратное. Но в этом случае estoy robando это как мне повезло. Я краду. Да. В этом случае я краду. Буквально мы уже знаем значение этой фразы. Que afortunada soy. Afortunado это фортуна, да? Sí, но afortunado это человек, прилагательное, значит, это как везунчик, да? Afortunado, afortunada. То есть я краду, какой я везунчик. Да. Я везунчик. Sí. Окей. Nunca tuve un novio tan hegemónico. Hegemónico. Значит, никогда не имела жениха настолько, такого. ¿Qué es hegemónico? Hegemónico также есть, это выражение в английском. No estoy segura, если в русском есть, но это кто-то превосходный, прекрасный. Такого превосходного. Sí, hegemónico. И также, который соответствует каким-то стандартам, это hegemónico. И в скобках написано you know, ты знаешь. Sí. Nadie me hace sentir esta satisfacción. Satisfacción. Я знаю это по-английски, с песни Satisfaction. Sí. Поэтому можем
Но здесь по-другому чуть-чуть читается. Satisfacción. Это satisfaction, английский satisfaction, испанский. В замысле две «ц» — это «ксион». Ну, технически вот прям почти, но В чуть-чуть этом случае произношение имеет отличается. похожий корень, да. Никто меня не заставлял чувствовать настолько удовлетворенным. Правильно? Да, sí. Не заставляла, просто делал в этом Не случае делал, hacer. да. Espero que mi padre nunca escuche esta canción. Я надеюсь, что мой папа никогда не услышит эту песню. Да, именно Sí? так. Я не знаю, дальше мы вообще слушали или еще нет. Да, еще По-моему. мы послушали, мне кажется, вот это вот. Lo hace parecer fácil. Он делает, кажется легким, что он заставляет все казаться легким. Да, Так? так и есть. Lo hace. В этом случае у нас опять этот lo, но опять-таки у нас здесь все достаточно субъективное, но делает это как что-то очень простое, делает это простым, про отношения, наверное, здесь идет речь. Ну, В или общем, про ее жизнь, про там, жизнь неважно. вместе с ним, да. В общем. Да, мы как раз вернулись, что все ло относятся к нему. Да. Lo que sea que se ponga luce fancy. О, здесь у нас есть глагол ponerse, надевать. Lo que sea, Lo que sea. сейчас, тем, кем он кажется, получается. Нет, lo в этом случае не относится к ему, Черт, относится к как одежде. так? Как так-то, а? No. Так. Lo que sea на самом деле можно использовать как устойчивое выражение, означает все что угодно, как неважно что там. Это какое время? Это будущее? Lo que sea. Sea на самом деле это субхунтива. Да. опять-таки. То есть Тем, ну, неважно, как бы- что бы он там одел, как ты тут видишь. неважно, что бы он одел. Лусе фансе. Лусе. Lucir, выглядеть. Не знал такого слова. Sí. Я знаю, что паресер. Lucir, нет, ну, есть parecer, но это казаться. Да. Parecer. Lucir — это когда мы что-то носим, как это на нас смотрится, или это также, как выглядит человек. Там, luce, fancy. Там. Это только к одежде относится. Да? Fancy на самом Нет, деле люсир, английский. люсир. Нет, к чему угодно. Я могу сказать так про то, как выглядит человек в общем, не только одежда. Хорошо, это вернусь Люсе bien. по-другому. Это только к людям относится? Или к собаке можно К чему применить? угодно. Я могу сказать там el plato luce bien, там, это тарелка. У нас есть другие выражения для этого в сленге. Эста комида. Это comida luce bien, да. Да? Выглядит аппетитно, хорошо выглядит. Но если бы я сказал эста комида parece bien, это было бы по функционалу так же? Нет. Parece buena, я ну могу да, сказать. да. А в этом случае lucir мы должны использовать другой тип прилагательных после этого. Luce buena, buena. Да, ну я понял. Если мы все-таки правильно применим бьена и бьена в Sí. конце, Потому что то после смысл был parecer- бы один и тот же? Вполне. Дело в том, что после parecer мы должны очень часто использовать существительное, потому что мы сравниваем, на что похоже. Да? Это así. Окей. Ладно, люсир мы выяснили. Фанси. Fancy. Это с английского. Что-то прекрасное, Прекрасное. что-то дорогое. Сейчас очень много используется, можно это увидеть. Окей. Что-то утонченное, I fancy. like him, I trust him. Это мы по-английски знаем. Я Да. люблю, я его, он мне нравится, типа, я ему доверяю. Я ему доверяю. Sí. Ojalá que no me mande para терапия. Это же Therapy. английский. Да. Терапия. 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 Да? Психотерапия. Я просто стал думать, что это вдруг это испанское слово, там Нет, нет. ачи, надо ачи не прочитать, и Нет. попал в ловушку Тут как бы всё сразу. проще. Очень подлый текст Sí. для тех, кто учит язык. Охаля, слава богу. Да, это на самом деле ojalá, это слово арабского происхождения. Там же даже исходник есть. Короче, там есть исходник. Когда вот всякие арабы что-то говорят, вот у них все... Por Alá, sí. Да. Короче, слава богу, что он мне не нужно отправлять. Надеюсь. Это мандар. Что Да? меня не... Отправят? Да. Ну, мандар глагол. Sí, Что меня не отправят на терапию? sí. Какую? О чем речь? Психологу. Потому что она сойдет с ума из-за того, что он гангстер. Да, Так? надеюсь, что мне не придется ходить к психологу, она говорит здесь. Вот так вот. Окей. Поехали дальше. Как раз про татуировку. У нас, оказывается, оба видео связаны, имеют... Я провидец. Значит,
Где у нас там, где наш текст? Вот, Вот. да. No hay nada que iguale sus besos en el amanecer. Не имеется ничего такого же, Ага. такого же, как твои поцелуи, На да? самом деле, igualar это глагол здесь, чтобы сравнилось с его поцелуем. Игуаля? Да, igualar. Игуаля. Sí, сравнивать. Значит, нет Сравнить ничего... или сделать одинаковым. Igualar. Значит, как это сказать? Нет ничего сравнительного, Ага. сравнительного твоих Или поцелуев. с чем сравнить? Que iguale. Ну да. Или что Нет сравнить? ничего, что сравнить твои поцелуи. Его поцелуи МНСР, это же, по-моему, закат или рассвет, что-то такое, на да? рассвете, на заре. Да, на заре. На заре. На заре. Мне сразу захотелось, знаешь, какая песня есть? На Баста, заре. да. Но это не Баста, оригинально было другие исполнители. Это русский рэп. Да. Que me espere con la cena y todos los detalles. Что меня будет ждать за ужином и все остальные детали. Чтобы он меня ждал. Что за остальные детали? И todos los detalles. Мы не знаем. Тут нет информации об этом. Просто, todos los detalles, окей. Lo nuestro es eterno. Lo nuestro – это наши отношения. Я выучил урок. Sí, muy Lo bien. nuestro – наши отношения. Es eterno. Eterno, ¿qué es? Вечное что-то. Вечные. Eterno. А какой это глагол первичный? Нет, это не глагол. прилагательное. Eterno, eterno. Я Он могу очень часто здесь использовать там, если урок был такой длинный, мне было скучно, la clase fue eterna, или se me hizo eterna. Но меняется окончание. О, Да, а. и Зависит есть от рода. еще eternidad, это существительное, вечность. Вечность. Окей. Наверное, на склепах написано, да? Por la eternidad можно увидеть, но я бы сказала, он такой достаточно, его люди не будут использовать просто так. Como un tatuaje en la cara. С татухой на лице. Как Наши отношения будут вечные, как татуха на лице. Ну, ее, кстати, можно свести. claro, sí. Если бы она писала эту песню 20 лет назад, то да, а Возможно. сейчас уже нет. Но идею вы поняли. Да. Ya no le tengo miedo a nada. Сейчас он Я ничего... уже. Уже, no. да. Ща, это уже. Ya no. Но le tengo, он не имею страха Tengo ничего. это show. Tengo. Да, но le. Tenerle miedo a algo. Это на самом деле, le мы всегда будем использовать с tener miedo. Ну почему? И все время говорится, еще tengo miedo. Не говоришь же, я же не говорю, что le tengo miedo. Это когда мы чего-то боимся. ¿Sí? Еще Le раз. tengo miedo a las arañas, например. Подожди, что Потому tengo что miedo a arañas. Но есть еще выражение tenerle. Да? Мы используем еще те местоимения, на самом деле, то, что мы называем pronombres de objeto indirecto, но мы эти местоимения также используем с определенными выражениями или также глаголами. Есть глаголы, которые называются afectivos, как gustar, также aparecer или parecer, и мы используем с ними всегда эти местоимения. И в этом случае это добавляется, чтобы имело больше смысла. Усиление страха, да? Можно так сказать, но это не то, что усилитель, это наоборот используется местоимение, чтобы можно было свинкулировать словом nada. Tenerle miedo a nada. Ну, давай попроще сделаем. Вернемся к паукам. И я говорю, что tengo miedo a araña. A las arañas. Один паук. Ну да, окей, много пауков. А las arañas, это правильно? Нет. То есть я так не могу сказать? Можно это сказать, если ты только начал учить испанский, тебя поймут. Да. Но на самом деле, yo le tengo miedo a las arañas. Окей, что tengo hambre? Что le tengo hambre? Нет, с этим мы не используем это. Там, yo tengo hambre, но мы не будем говорить, там, я голодный, именно по какой-то причине, или я хочу только это съесть. Но я могу сказать, что я чего-то боюсь. Именно эти глаголы afectivos, мы с ними используем эти местоимения, как le, me, потому что на них влияет не человек, который это выполняет, а то, что мы будем использовать после этого. Поэтому здесь nada, или arañas, или все что угодно. Подожди, а вот с пауками, например, еще раз давай вернемся к паукам. Это же не le, потому что arañas их много. Да, но в этом случае Как бы было тогда? Что las... Les tengo miedo. Да, las, может быть, что A было. las arañas. Ага. Sí, так и есть. Слушай, ну да, это я, кстати, вот не знал такого. Я все время думал tengo miedo и все. Тут
Я могу сказать tengo miedo, мне страшно, но если у нас после этого есть какой-то предмет или глагол, Ну всё да, меняется. логично. Sí. Ох, как все тяжело-то оказывается в испанском. Это уже какой уровень? Там D8? Нет, на самом деле, тут можно сказать А2, Б1 вполне. Но Нет, Б1 мы я не бы изучаем на приставку лек меду на А2. сказала. Изучаем, как это нет? У нас есть, мы проходим Я, аффективно. видимо, пропустил этот урок. Это просто у нас очень много информации на А2, и это дается уже. Но мы проходим уже на А2 глаголы в прошедшем, которые вместе с ним используются, как doler, Ага. me duele, te duele, Да, так это говорится quedar, в медуэле. le duele, quedar, le queda, me queda, там, te queda Да, bien. да, да. И также в этом случае можно тоже использовать это с Меда. также этим выражением, да, как tener miedo, me da Окей. miedo. Ладно, давай добивать песню. А там что, по-моему? Все мы знаем теперь. Ну вот, И все? и все. Клип сам по себе ни о чем, если так подумать. Нет, она, мне Он кажется, не представляет сделала никакой ценности. просто чтобы показать своего парня, почему бы нет? То есть, ну, просто взяли дом, ну, там пару картин повесили, такие, Ну все, да, ну и гангстер-дом. на самом деле взяли прикольную музыку, сальсу, чтобы люди танцевали под это. Да, вот это, кстати, мне не очень радует в клипах. Это, знаешь, Да. как раньше группы просто там в поле там барабаны ставили и играли типа песню. Вот для меня это почти то же самое сейчас. То есть он не несет какого-то смысла. Но да, они вынесли этот клип, заработали на Ютубе еще там. Ну, тут Немножко показывают все денег. детали жизни, вон, как она ему готовит, а у него там пистолет под подушкой, такое. Ну да, Стиль. да, без это клипа мы бы этого не называется. поняли. Тут даже вот смотри, «Mi novio gangsta», здесь это название песни написано стилем. Портеньо. Это, да, это называется филетиадо, так как это здесь вид шрифта у нас есть традиционный с такими декорациями. Рекламный шрифт. Да, ну, короче, прелести Латинской Америки, можно так сказать. Ну да, давай завершим это, значит, какой-то уровень. Это уровень B1. Мне было тяжело. Да, это Я страдал. B1 такой, уже натренированный. И еще понимание аргентинского сленга, Английского, да. Если вам нравятся песни всех рэперов, рэп, в общем, тоже годится, эти знания понадобятся. Наркотики Знания о такое наркотиках тоже. полезное приобретение. тоже вполне. Ну что, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте, у нас там битва 1 или 2. Да. Про шрам. Про шрам, Битва, про битва, цикатрис. битва про шрам. С вами был Леонид и Соня, чао-чао. много вас.